В этом видео вы узнаете о том, чем коучинг отличается от психологии, чем коуч отличается от психолога и чем вам могут быть полезны оба, и коуч, и психолог. Коуч работает из настоящего в будущее, определяет с вами точку, где вы находитесь сейчас, определяет точку, где вы хотите быть, что вы хотите улучшить, и прописывает определенные шаги действия, применяет с вами определенные техники, как напитать вас ресурсом или где вам найти, раскрыть свой ресурс, который у вас уже есть. Он как тренер, который тренирует спортсмена. Представьте, спортсмен тренируется целый год, чтобы пробежать, например, марафон с каким-то потрясающим результатом. И вот они с тренером тренируются год. Тренер его тренирует, и они вместе идут за этой золотой медалью. Ну, примерно то же самое происходит с коучингом, только это, как правило, быстрее, месяц, два, три. И в коучинге обычно составляется некий контракт в начале работы. То есть проговаривается вот эта точка Б, куда коуч должен привести своего клиента. Психотерапия. Психолог работает из точки также настоящего в прошлое. В точке настоящего определяется, что не так, что болит, что мешает жить, что доставляет дискомфорт, где проблема, которую хочет решить клиент, что мешает ему чувствовать себя ок. Каждая эта сфера, которая вот выходит, прорабатывается, находятся причины в прошлом. Что в прошлом привело, где началась эта проблема, что привело к этому состоянию, откуда корни этой проблемы, что можно доразрешить в прошлом, прожить, прочувствовать, проговорить, осознать, проплакать, чтобы корень этого сорняка вытащить и чтобы сегодня это уже не мешало жить так качественно, как хочет клиент. Приведу интересный пример, сравнение. Представим, что коучинг и психология, точнее коуч и психолог – это таблетки. Коуч в этом случае будет витаминкой или БАДом. Психология будет таблеткой из аптеки, но которая выписывается без рецепта врача, которую можно просто прийти в аптеку и купить, потому что вам ее, например, назначил терапевт. Как это работает? Представьте, что вы женщина, которая хочет, чтобы ее волосы были шелковистыми, блестели, не выпадали, а ногти стали расти крепкими, здоровыми, перестали слоиться. То есть ей нужно просто улучшить то, что есть сейчас. И вот она идет к специалисту, где сейчас образ коуча, который определяет ее точку А, прописывает точку Б, что она хочет блестящие волосы и ногти не слоятся, и назначает ей витамины и определенные БАДы. Возможно, он ей даст какие-то пребиотики, которые улучшат ее микрофлору. Он даст ей пить витамины, которые обычно пьют для того, чтобы волосы и ногти стали лучше. Может быть, он даст ей какой-то комплекс, где собраны все вместе. Если этот коуч работает глубоко, может быть, он даже сделает анализ, попросит ее сдать где-то анализ крови, посмотрит, каких витаминов не хватает, и как-то скорректирует, как именно эти витамины лучше принимать. Психолог в этом случае попросит ее проверить весь организм и убедиться, что если он даст ей витамины, эти витамины действительно будут усваиваться. Например, она будет принимать какой-то витамин, а он не усваивается в теле, потому что какой-то орган внутри не работает так, как нужно, она дает сбой, и витамин не усвоится, и будет она пить месяцами эти таблетки, а результата не будет. Коуч просто даст ресурс и пропишет действия. Психолог будет искать причину, не просто даст витамины, а первое, убедиться, что эти витамины, которые он планирует ей дать, ресурс, усвоится у нее. Второе, будет обязательно искать причину, почему именно у этой женщины волосы и ногти стали в нехорошем состоянии. Ведь в норме у всех должно быть все хорошо, но не должны в норме выпадать волосы больше, чем эта норма прописана и уже измерена врачами. И ногти в норме-то не должны слоиться. Давай найдем причину, что же такое было. Может быть, вчера, может быть, месяц назад, может быть, ты какие-то пьешь препараты, которые сказываются как побочный эффект на твоих коже и волосах.
Может быть, в твоем образе жизни есть что-то такое, что вредит. Может быть, ты живешь в метре от завода, который выдает огромное количество радиации рядом, и тебе просто переехать нужно. И не просто переехать, а еще и пропить какой-то комплекс очищающих препаратов. То есть психолог будет глубоко разбираться в том, почему сегодня из прошлого, что там было такого, почему сегодня у тебя это не в порядке. И плюс он тоже будет давать ресурс и тоже вести в эту точку Б. Но с психологом в контракте проговариваются такие пункты организационные, как время встреч, оплата, условия созвона, как перенести встречу, но не проговаривается точка Б. Психолог не ставит цели, как коуч. Он не обещает, что через год у тебя обязательно будут шелковистые волосы. Почему? Потому что в психологии считается, что человек приходит в определенном состоянии и с определенными желаниями, которые он желает из сегодняшнего состояния. Вот сегодня я такая, и сегодня мне хочется машину Тойоту. Вот я мечтаю о такой. И коуч будет вас вести к этой Тойоте. Да, в процессе у вас могут измениться желания, и с коучем тоже, и тогда, конечно, он отрегулирует ваш маршрут. Но изначально вы договариваетесь, что он вас ведет к покупке машины Toyota. И вот вы приходите к психологу и тоже говорите: хочу машину Toyota. Но он не делает с вами контракт, что он будет вести вас именно к машине Toyota. Он работает не с вашими целями, а с вами как с личностью. Коуч работает с вашими целями и через них с вами. Психолог работает с вами, и через вас он видит ваши цели. Вы говорите ему, психологу: я хочу Тойоту, это моя цель. Он говорит: хорошо, работаем. Что ты чувствуешь по этому поводу? Как ты ее хочешь? Как ты себе это представляешь? Что из прошлого тебе напоминает про эту машину? И в процессе терапии может оказаться, что вам вообще нафиг не нужна эта Тойота, вы на самом деле мечтаете не ездить на ней комфортно до работы, а бросить нафиг свою работу и уехать жить на Бали или в Голландию или в Венецию и ходить там пешком. Там машина не так нужна. А на Бали вы будете ездить на скутере, вам нафиг не нужна Тойота. В Голландии вы будете ездить на велосипеде, там в Амстердаме, например. А в Венеции ходить пешком и кататься на гондолах. Поэтому психолог никогда не ставит во время контракта точку Б. Он не дает вам обещаний, что он приведет вас к этой машине, потому что для него важны в работе именно вы, а ваша цель второстепенна. Она может меняться. И в конце приведу еще одно интересное сравнение. Представьте, что у нас с вами сейчас цветок, комнатный цветок, горшок, цветок в плохом виде. Он не ок. Он может при этом думать, что он окей, что с ним все в порядке. Но мы видим, что он увядает и не выглядит привлекательно. У него листики желтые осыпаются, почва какая-то сухая и что-то с ним не в порядке. Коуч в этом случае будет приводить его в порядок. Цель этого цветочка — привести в порядок, сделать его здорового внешнего вида, сделать его красивым, привлекательным, чтобы он радовал глаз людей. Что сделает коуч? Он уберет у него негативные убеждения. Допустим, если это наш цветок, он уберет, очистит листики, которые уже отмирают, которые уже желтые, сухие. Сравниваем. Очищает негативные убеждения. Он даст ресурс, напитает почву водой в достаточном количестве, даст удобрения, пропишет схему на будущее, как часто ему получать удобрения и поливать его нужно, и рекомендует, как ему передвинуться относительно солнышка, сколько света ему нужно. Рекомендует ему, в какой обстановке ему лучше находиться, чтобы он хорошо развивался. Если этот цветок попадает в руки психолога, психолог оценивает его состояние, и первым делом он идет в корни, в прошлое, в фундамент. Он берет этот цветочек, достает его из горшка и меняет ему почву. Часть почвы остается с корнями. Да, корневая система, она пронизывает почву, и получается такая вот, такой круглый кусочек земли, где все в корнях, а часть почвы остается в горшке. Вот эту часть оставшуюся он выбрасывает, то есть с этим с прошлым работаем, добавляет новой почвы, питательной, полезной,
помещает туда цветок, то есть пересаживает его в новую землю, и дальше делает то же самое, что и коуч, только он тоже очищает листики, которые отмершие, да, убирает негативные убеждения в процессе. Все это происходит вместе с чисткой земли. Напитывает ресурсом, приучает, как часто нужно напитывать себя ресурсом, водой и удобрениями. И не просто рекомендует, какое окружение, какая атмосфера нужна, сколько света нужно этому цветочку. Он объясняет, что если ты не поменяешь свое окружение, например, если женщина не уйдет из созависимых отношений, то выздоровления не будет. Я вот тебя сейчас почистил, привел в порядок, но если я тебя поставлю туда же в тень, а тебе нужно солнце, свет, ты все равно загнешься, ты все равно вернешься в это же состояние через какое-то время. То есть психолог, он прям объясняет, насколько это важно. Я вижу разницу работы коуча и психолога таким образом. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если оно было вам полезным, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Я читаю комментарии и отвечаю на ваши вопросы.